Приветствую вас на канале «Книги, истории и факты». В этом видео я хочу рассказать 300 невероятных фактов, которые помогут уснуть. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. Если бы с момента рождения Христа и по сей день вы получали бы по $180 тысяч в сутки, глава Amazon Джефф Безос все равно был бы богаче. 2. Для подготовки к завоеванию Казани Иван Грозный провел необычную операцию. Деревянный Кремль построили у Углича, пометили, разобрали и сплавили по Волге. У устья Свияги его собрали заново за 4 недели. Так появился Свияжск, плацдарм для штурма Казани. 3. Всемирно известная швейцарская марка пишущих принадлежностей Caran d'Ache получила свое название в честь карикатуриста Эммануэля Пуаре. Художник, работавший во Франции, родился и окончил гимназию в Москве, а псевдоним Caran d'Ache придумал от русского слова «карандаш», оформив его по-французски. 4. В конце XIX и начале XX веков предлагалось множество проектов по использованию ракет для быстрой доставки почты. Эксперименты проводились в разных странах, включая Россию и СССР, но широкого применения они не получили. 5. Пакетики чипсов заполнены не воздухом, а азотом. 6. Президентом Северной Кореи по-прежнему остается Ким Ир Сен, умерший в 1994 году, что делает эту страну единственной в мире некрократией. 7. Брюс Уиллис отказался от роли Сэма в «Привидении», поскольку, по его словам, не понимал, как фильм должен работать, если главный герой большую часть экранного времени мертв. 8. Традиция загадывать желание, задувая свечи на торте, восходит, как считается, к древним грекам, которые верили, что дым переносит желание на небо, к богам. 9. Мультфильм «Шрек» снят по мотивам одноименной детской книги. Ее автор и иллюстратор Уильям Стейк создал ее в 83-летнем возрасте. 10. Аспирант Алекс Уилсон, работавший с будущим нобелевским лауреатом Мелвином Кальвином, поспорил с секретарем института, что сможет спрятать рисунок рыбака в своей статье так, что шеф этого не заметит. Он выиграл спор. Мелвин ничего не заметил, а статья была опубликована. 11. Форма QR-кода вдохновлена игрой в Го, которой увлекался его разработчик, инженер Масахиро Хара. 12. Горный массив Кондер в Хабаровском крае известен почти идеальной кольцеобразной формой, диаметром около 8 километров. На его территории находится одно из крупнейших в мире месторождений платины. 13. В 1965 году советский космический корабль «Венера-3» приземлился на Венеру. Это был первый космический аппарат, который достиг поверхности другой планеты. 14. Выражение «внести лепту» появилось благодаря притче о бедной вдове, которая пожертвовала 2 лепты, монетки мелкого достоинства, бывшие в обороте в Древней Греции на строительство храма. 15. В 2006 году австралиец пытался продать на аукционе eBay Новую Зеландию. Продажа была прервана администрацией аукциона на отметке в $3000. 16. В 1880 году меценат Шарль Эфруси заказал у Эдуарда Мане натюрморт «Пучок спаржи». Картина так ему понравилась, что он заплатил 1000 франков вместо обещанных 800. В ответ Мане написал небольшой натюрморт с одним стеблем спаржи и отправил его Эфруси со словами «В вашем пучке не хватало одного». 17. В Швеции находится самая большая модель Солнечной системы в мире, выполненная в масштабе 1 к 20 миллионам. Она простирается на 950 километров через всю страну. 18. Чем слабее зрение у кошки, тем длиннее и толще у нее вибриссы. 19. Инки называли золото «пот солнца».
а серебро – слезами луны. 20. Платибелодон, живший около 10 миллионов лет назад, был очень ранней формой слона. Формирование хобота в те времена еще не было завершено, и животное выглядело довольно странно. 21. Почти каждая космическая фотография изначально черно-белая и уже потом раскрашена учеными. 22. Личная библиотека Чайковского включала около 1500 книжных и нотных изданий. Самое раннее – трагедии Еврипида на итальянском языке 1581 года. На вклеенном перед титулом листе композитор оставил пометку: украдено из библиотеки Палаццо Дожи в Венеции 3 декабря 1877 года Петром Чайковским, надворным советником и профессором консерватории. 23. Взлетно-посадочные полосы аэропортов, расположенных на больших высотах, длиннее обычных, потому что разреженный воздух снижает подъемную силу самолетов. 24. Литологика – это состояние, когда нужное слово никак не вспоминается и будто крутится на языке. Литономия – похожее явление, но касается уже не слов, а имени человека. 25. Конституция Соединенных Штатов – единственная конституция XVIII века, которая все еще используется. 26. Химический элемент уран, открытый в 1789 году, был назван в честь недавно обнаруженной на тот момент планеты. 27. Книжное похмелье – состояние после прочтения очень хорошей книги, когда вы изо всех сил пытаетесь восстановить связь с реальным миром и не можете перестать думать о вымышленном. 28. При ручной обработке кешью в Африке и Индии рабочие, чаще всего женщины, нередко получают химические ожоги на руках. Скорлупа орехов содержит едкое масло, а работать в перчатках не получается эффективно. Поэтому большинство очищает орехи голыми руками. 29. Английского короля Иоанна Безземельного за многочисленные поражения прозвали «мягкий меч». 30. Помимо наблюдательной функции башня, каланча служила для сигнализации. Чтобы сообщить соседним пожарным частям о месте и масштабах пожара, днем вывешивались кожаные мечи или флаги, ночью светильники. 31. Поместите 2 пальца на свое запястье с внутренней стороны и нащупайте пульс. Биение, которое вы ощущаете, это остановка крови и ее продвижение по артериям толчками сердца. У детей нормальным считается пульс 90-120 ударов в минуту. Сердце взрослого человека бьется со скоростью около 70 ударов в минуту. 32. Когда Стив Джобс лежал в больнице, борясь с раком, он перепробовал 5 разных кислородных масок, пока не нашел ту, что, по его мнению, имела лучший дизайн. 33. Прямо сейчас на нашей планете живет около 10 квинтиллионов насекомых. 34. Фелисет – первая и единственная кошка, побывавшая в космосе. Ее полет состоялся в 1963 году. 35. Правило одной капли крови – принцип, действовавший в ряде штатов США в первой половине 20 века. Согласно ему, человек с хотя бы одним чернокожим предком считался чернокожим вне зависимости от внешности. 36. Металлика – первая группа в мире, сыгравшая на всех 6 континентах Земли. 37. Уран был первой планетой, обнаруженной при помощи телескопа. Его открыл астроном Уильям Гершель в 1781 году. 38. Вид Homo erectus просуществовал более 1,5 миллиона лет, что делает его самым успешным видом человечества за всю историю. К примеру, наш вид Homo sapiens существует только около 400 тысяч лет. 39. Клептократия – форма правления, при которой политические лидеры используют власть для достижения личного богатства. В клептократическом государстве постоянно происходит растрата природных ресурсов, а также хищение средств у граждан. 40. Шерсти у кошек-сфинксов нет, но они, как и другие кошки, могут быть полосатыми, пятнистыми, мраморными, черепаховыми и тому подобное, но рисунок у них не на шерсти.
а в пигменте кожи. 41. В 1885 году на Кони-Айленде в США построили отель в форме слона. Кроме номеров здания вмещало концертный зал, музей, обсерваторию и многое другое. В 1896 году отель сгорел при таинственных обстоятельствах. 42. Венера является самой горячей планетой Солнечной системы. Средняя температура на ее поверхности около 462 градусов Цельсия. 43. Когда актер играет роль, активность в частях его мозга, связанных с самопознанием и самовосприятием, падает. 44. Удар астероида, предположительно вызвавший вымирание динозавров, сжег 70% мировых лесов, вызвал цунами, поднявшееся на высоту 100 метров. И выбросил в атмосферу 25 триллионов тонн обломков, что уменьшило количество солнечного света на 90% на целое десятилетие. 45. Полное имя актера Макалея Калкина. Макалей Калкин. 46. Успешный запуск спутника 12 декабря 2012 года сделал Северную Корею 10-й космической державой, способной запускать спутники с помощью собственных ракет-носителей. 47. Россия – единственная европейская страна, входящая в десятку самых населенных стран мира. 48. В 1860-х годах в США вошли в моду восьмиугольные дома. Считалось, что такая форма позволяет эффективнее использовать пространство. Сохранилось около 2000 восьмиугольных домов. 49. По данным Международного общества переливания крови, в настоящее время выделяют 48 разных групп крови человека. 50. Первый торговый автомат был изобретен в первом веке нашей эры греческим инженером Героном Александрийским. Он выдавал святую воду при опускании монеты, ее вес наклонял рычаг, открывая клапан и позволяя воде вытекать, пока монета падала вниз. 51. Лев Толстой научился кататься на велосипеде, когда ему было 67 лет. 52. У Урана есть своя система колец, однако его кольца намного тоньше и моложе, чем у Сатурна. 53. На этом изображении кошачьи следы на рукописи 15 века. 54. Геликоприоны – ископаемые рыбы, имевшие странную зубную спираль на нижней челюсти, одна из самых загадочных окаменелостей пермского периода. Никто точно не знает, как она была устроена. 293,383,5 миллионов лет назад. 55. Титанобоа – вид вымерших гигантских змей длиной до 13 метров и весивших почти тонну. Родственники современных удавов. Жили в период с 61,7 по 58,7 миллиона лет назад. 56. Если заплакать на МКС, слезы из-за невесомости будут скапливаться вокруг глаз в форме сферы. 57. Итальянец Карло Акутис, умерший от лейкемии в 2006 году, в возрасте 15 лет, первый католический святой из поколения миллениалов. Карло занимался благотворительностью и развитием сайтов католических организаций и считается святым покровителем интернета. 58. На этом изображении письмо Юрия Гагарина. 59. Чад Стахелский, режиссер фильмов о Джонни Уике, главную роль в котором играет Киану Ривз, работал дублером Ривза на съемках «Матрицы». 60. Древние египтяне клали в гробницы синие фаянсовые статуэтки гиппопотамов, иногда предварительно отламывая им ноги, чтобы те не могли поймать и съесть душу умершего. 61. Водоросли Волония пузатая – один из самых больших одноклеточных организмов. 62. До XIII века, пока ирландские католические священники не придумали таинство исповеди, покаяние в церквях чаще всего было публичным. 63.
На Руси девушку, вышедшую замуж без согласия и ведома родителей, называли самокруткой. 64. В России до 1990-х годов эспрессо назывался «маленький двойной». 65. Царские дети любили кататься на деревянных горках, установленных в залах дворцов. Спускались на ногах, ковриках или тележках. Катались не только дети, но и взрослые. 66. Существуют крошечные акулы, умещающиеся в ладони. 67. Великая мечеть Джине – самое большое в мире здание, целиком построенное из глины. 68. В летний период канадское озеро Клилук пересыхает и покрывается причудливыми разноцветными участками с водой. 69. Кейт Бланшетт – единственная актриса-обладательница Оскара, получившая его за роль актрисы-обладательницы Оскара. Лучшая женская роль второго плана в фильме «Авиатор». 70. Во времена Петра I чихнувшему человеку вместо «будьте здоровы» говорили «салфет вашей милости». Происходит либо от салют, либо от латинского салветы «будьте здоровы». 71. Некоторое время в 2010-х годах страну Лихтенштейн можно было арендовать на Airbnb за $70 тысяч за ночь. В стоимость входило общение с монархом, собственная валюта, возможность переименовывать улицы на срок своего правления и ключ от страны. 72. В Иране жест «палец вверх» считается грубым и воспринимается как аналог показа среднего пальца. 73. Космическое пространство пахнет парами дизеля, порохом и барбекю. 74. Представитель утиных куриный гусь хрюкает, как свинья. 75. Самые умные собаки понимают около 250 слов. Их интеллект можно сопоставить с интеллектом 2,5-летнего ребенка. 76. На Вашингтонском кафедральном соборе есть горгулья в виде головы Дарта Вейдера. 77. Стрекозы не умеют ходить. 78. Ракоскорпионы – это ископаемые членистоногие с длиной тела порядка 2,5 метров. Жили в период с 510 по 248 миллионов лет назад. 79. Кальций в наших костях, железо в крови и кислород в легких созданы внутри древних и уже погасших звезд. 80. Юкимарима – это редкие природные снежные шарики, которые сами собой формируются на снегу и льду в Антарктиде под действием холода и ветра. 81. Мумии были рецептурным лекарством для жителей Европы в течение 500 лет, с XII по XVII век. 82. В Таиланде женщинам запрещено прикасаться к монахам, даже если монах является их сыном или мужем. 83. Пизанская башня никогда не стояла прямо. Из-за мягкого грунта она начала наклоняться еще в процессе строительства в 1173 году. 84. Пещерные медведи, несмотря на то, что по размеру не уступали белым медведям, питались почти исключительно растительной пищей. 85. Примерно 1 из 1000 человек рождается с лишним пальцем на руке или ноге. Это явление известно как полидактилия. 86. На то, чтобы прочесть книгу Деймса Джойса «Поминки по Финнегану», считающуюся одним из самых сложных текстов в истории литературы, и обсудить каждую его страницу, у Калифорнийского книжного клуба ушло 28 лет. 87. Венеру покрывает больше вулканов, чем любую другую планету Солнечной системы. Их там более 85 тысяч. 88. Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун полностью глуха на одно ухо. 89. Логотип Чупа-Чупс разработал Сальвадор Дали. 90. Название реки Волга происходит от прославянского слова «влага».
91. Самый длинный предлог в русском языке «соответственно». В нем 14 букв. 92. Размах гигантского самолета «Стратолаунч», предназначенного для запуска в стратосферу космических ракет, составляет 117 метров. 93. Самой древней сохранившейся деревянной скульптурой на планете считается Большой Шигирский идол, которому, согласно последним оценкам исследователей, примерно 12 100 лет. 94. Метрическая система официально принята во всех государствах мира, кроме США, Либерии и Мьянмы. 95. Преображенскую церковь на острове Кижи, крупнейшее в мире традиционное бревенчатое сооружение, во время реставрации перестраивали не сверху вниз, а снизу вверх, постепенно поднимая 600-тонный сруб с помощью домкратов. 96. Баррикады на улице Сен-Мор. Первая фотография, использованная для иллюстрации статьи в газете. Париж. 1848 год. 97. Аль Пачино и Роберт Де Ниро входят в список старейших отцов в истории. У Пачино родился ребенок, когда тому было 83 года, а у Де Ниро – 79. 98. Пелагорнисы – род вымерших птиц, самых крупных известных в науке за всю историю Земли. Размах их крыльев мог бы достигать 7 метров, жили в период с 33,9 по 2,59 миллиона лет назад. 99. На этом изображении заготовки для персональных кресел астронавтов НАСА. 100. На крыше собора Парижской Богоматери расположены ульи, в которых живут около 200 тысяч пчел. 101. Во время запуска первой московской конки в 1872 году проезд на верхнем этаже обходился в 5 копеек, вдвое дешевле, чем на нижнем. 102. Первоначальное название Нью-Йорка – Новый Амстердам. 103. Полное официальное название Бангкока – Крумбтхэп Маханакхун, Амон Раттанакосин Махинтараютхэ, Махадилак Пхопнапарат Ратчатхани Бурерам, Удам Ратчаневет Махасатан, Амон Пиман Аватан, Сатит Сакатхатия Витсанукам Прасит. 104. Отдел проверки фактов газеты The Washington Post к 2021 году насчитал 30 573 ложных или вводящих в заблуждение заявлений Дональда Трампа. 105. В 1953 году в СССР появился первый стиральный порошок «Новость». До этого для стирки использовали мыло, которое натирали на специальной терке. 106. Диаметр Луны в 400 раз меньше диаметра Солнца. При этом Луна примерно в 400 раз ближе к Земле, чем Солнце, поэтому с Земли Луна и Солнце кажутся примерно одинакового размера, и мы можем наблюдать солнечные затмения. 107. Паук-серебрянка – единственный паук, живущий под водой. Пушок, покрывающий его брюшко, удерживает воздух, который паук периодически обновляет на поверхности. Он охотится на мелких животных, попадающихся в его подводную паутину. 108. В Марокко туристам предлагают на 10 минут закопаться в песок. Утверждают, что это дает эффект, схожий с сауной, и помогает при ревматизме и полиартрите. 109. Скорпионы светятся при лунном свете. 110. Плоды рябины – это яблоки. 111. Великий архитектор Антоний Гауди терпеть не мог есть. Он утверждал, что вода – лучшая еда, а питался почти исключительно листьями салата, смоченными в молоке, и то только когда чувствовал, что вот-вот потеряет сознание от истощения. 112. Она приехала и сидела 7 часов. Так Анна Ахматова описывала Лидии Корнеевне Чуковской первую встречу с Мариной Цветаевой. Всего поэтессы встречались дважды. 113. Новорожденные медвежата весят всего полкило, а взрослые медведи – полтонны. 114. В Японии считается, что если сумоист заставит вашего ребенка заплакать во время практики наки-сумо,
Это говорит о его крепком здоровье и принесет ему удачу в жизни. Эта традиция существует уже 400 лет. 115. Дарья Донцова написала более 180 книг за 15 лет, из-за чего ее подозревают в использовании так называемых литературных негров в своей работе. 116. Картина Шишкина «40 лет» экспонировалась в музее под названием «Лес весной», пока в 1924 году при внимательном осмотре на обороте холста не была обнаружена маленькая авторская надпись «Осень Шишкин». 117. Брусчатка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге не имеет исторической ценности, ее уложили в 1977 году. 118. По замыслу архитектора Александра Брюлова, чугунная колонна Дмитрию Донскому на Куликовом поле должна была опираться на стальной внутренний каркас. Но строители, решив сэкономить, заменили его сосновыми столбами. Обман раскрылся лишь спустя 1,5 века, когда памятник начал разрушаться и заметно отклоняться от вертикали. 119. В Древнем Риме уже существовали объединения болельщиков. Они назывались партии ипподрома или партии цирка. В них состояли фанаты команд, участвующих в гладиаторских боях, гонках колесниц и различных спортивных состязаниях. 120. 28 ноября 1893 года Новая Зеландия стала первой страной в мире, которая предоставила всем женщинам право голосовать на выборах. 121. Правда относится к числу понятий русской культуры, не переводимых на другие языки. Оно означает нечто среднее между справедливостью, искать правды, добиться правды и истиной. Но при этом правда может противопоставляться истине, истина – объективная реальность, а правда – то, как должно быть с нравственной точки зрения. Эти и другие нюансы делают понятие слишком сложным для однозначного перевода. 122. Когда колокола звонят поочередно от наибольшего к наименьшему, это называется перезвон, а если от наименьшего к наибольшему – перебор. 123. Паук и его жертва – находка возрастом около 100 миллионов лет. 124. Зеленые мартышки умеют обманывать. Они издают крик тревоги о приближении льва, когда хищника нет, чтобы отпугнуть сородича и завладеть лакомством. 125. Замороженные овощи содержат больше витамина С, чем те, что продаются свежими. Причина в том, что количество витамина снижается при хранении свежих овощей, но заморозка в течение суток после сбора позволяет остановить этот процесс. 126. Дойная корова съедает 60-70 кг корма в день, больше, чем взрослый бегемот. 127. В СССР существовало имя Лена, в полном варианте не как сокращение от имени Елена. Ленами называли либо в честь Ленина, либо в честь сибирской реки Лены. 128. В СССР в начале 20 века новым вкладчикам вместе со сберкнижкой выдавали фирменные металлические копилки. Они запирались на замок, ключ от которого хранился в сберкассе, монеты из них невозможно было вытряхнуть, щель закрывалась специальной шторкой. 129. В городе Талкитно на Аляске на протяжении 20 лет почетным мэром был кот. 130. Бразильская и немецкая экранизации романа «12 стульев» вышли под названием «13 стульев». Оба фильма представляют собой довольно вольные адаптации по отношению к оригинальному сюжету. 131. Миниатюрные жабы из рода Брачицефалус толком не умеют прыгать. Подпрыгнув, бесконтрольно крутятся в полете и приземляются как попало, задом наперед, вверх ногами или даже прямо на морду. Причина в том, что органы равновесия у этих жаб слишком маленькие и не справляются со своей задачей. 132. Бетховен был великолепным музыкантом, но не умел уверенно умножать и делить. 133. Оксфордский электрический звонок – это экспериментальный электрический звонок, работающий при помощи электростатических сил притяжения почти непрерывно с 1840 года. 134.
Брюс Ли был философом и основателем джип-кундо, системы и философии боевых искусств, ориентированной на индивидуальное самовыражение и применение принципов боевых действий как в тренировках, так и в повседневной жизни. Многие мастера боевых искусств считают его самым влиятельным мастером всех времен. 135. В 1923 году Лев Троцкий, критикуя Корнея Чуковского, написал «стыд и срам». Позже Чуковский добавил это выражение в речь Мойдодыра в одноименной книге. 136. В годы Великой Отечественной войны дети и подростки, работавшие на уральских заводах, изготавливали елочные шары из стружки, оставшиеся после обточки снарядов. 137. Это первая космическая фотография, сделана камерой, размещенной на борту первой в мире баллистической ракеты дальнего действия Фау-2, 1946 год. 138. Пиндос – это древняя порода лошадей. Название породы происходит от горного массива Пинд, расположенного по соседству с Тессалией и Эпиром, первыми областями, в которых разводили пиндосов. 139. Ни один земной аппарат не проработал на Венере более 127 минут. 140. Изобретатель телефона Александр Белл хотел, чтобы люди отвечали на звонок приветствием «ахой-хой». Слово «алло» позже предложил Томас Эдисон. 141. Одна лишь Сталинградская битва унесла жизни около 2 миллионов человек и завершилась победой СССР, приведшей к полному разгромлению немецких войск и их союзников. 142. В эпоху Средневековья вассалы преклоняли перед своим сюзереном только одно колено, поскольку оба колена преклоняли только рабы и крепостные. 143. Осьминоги отличаются чистоплотностью. Они выдувают мусор из своего жилища струей воды из сифона, а остатки пищи выбрасывают наружу, складывая их в своеобразную мусорную кучу. 144. Солнце сейчас находится примерно в середине своего жизненного цикла. 145. Английское слово «армадилло» – «броненосец» произошло от ацтекского слова, которое переводится как «черепаха-кролик». 146. Кейт Уинслет держит свою статуэтку Оскара в ванной комнате, чтобы гости могли потренироваться в произнесении благодарственной речи перед зеркалом. 147. Мать Агаты Кристи, Кларисса Бомер, не хотела учить дочь читать до 8 лет, однако девочка самостоятельно освоила чтение в возрасте 5 лет. 148. Древние египтяне называли кошек миу, словом звукоподражанием кошачьему говору. 149. У кошек есть вибрисы над верхней губой, над глазами, под подбородком, на хвосте, на внутренней и тыльной стороне лап, на подушечках лап, между пальцев, на кончиках ушей и в ушах. 150. В 2008 году малазийку приговорили к 2 годам тюрьмы за участие в секте, члены которой поклонялись гигантскому бетонному чайнику. 151. Город Чинтурипе на Сицилии своим очертанием напоминает человеческую фигуру. 152. Австралийка, выигравшая $825 на скачках, на радостях выложила фото с билетом в соцсеть, забыв закрыть штрих-код. Когда через 15 минут она попыталась получить выигранные деньги, оказалось, что кто-то из ее, так сказать, друзей их уже получил. 153. Известно точное время, когда Пушкин закончил одну из своих сказок. «Золотой петушок» был завершен 20 сентября 1834 года в 10 часов 53 минуты. Александр Сергеевич указал это в письме своей жене Наталье Николаевне. 154. Австриец Адам Райнер, 1899-1950 годы жизни, единственный человек, которого считали и карликом, и великаном. В 18 лет он был ростом 122,5 сантиметра, но из-за опухоли гипофиза начал стремительно расти и к концу жизни достиг 234 сантиметров.
155. В XIX веке в России продавались игральные карты первого и второго сорта, отличавшиеся качеством изготовления. 156. Коты с трехцветным окрасом почти всегда бесплодны из-за наличия у них добавочной X-хромосомы. 157. Каменная голова в парке Сергиевка в Петергофе имеет отверстие в носу, вероятно, предназначавшееся для крепления металлического шлема. По легенде, именно этот памятник вдохновил Пушкина на образ головы Витязя в поэме «Руслан и Людмила». 158. Настоящее имя актера Мартина Шина – Рамон Эстевес. Все его дети, за исключением Карлоса, сохранили фамилию Эстевес, а Карлос стал Чарли Шином. 159. Задница – термин древнерусского гражданского права, встречающийся в «Русской правде» и обозначавший наследство. 160. Считается, что во время французской революции толпа женщин спасла аристократа Джона Понсенби, которого собирались казнить из-за того, что тот был исключительно красив. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео. И только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 161. Моллюски морские ангелы охотятся на моллюсков морских чертей. 162. В 1998 году астрономы обнаружили короткие быстрые радиосигналы и назвали их перитонами. Вскоре выяснилось, что перитоны испускала микроволновка в столовой обсерватории. 163. Мало кто обращал внимание на то, что жевательная резинка Турбо, популярная в России в конце 1980-х, начале 1990-х годов, имела две вдавленные полоски, напоминающие следы от протекторов колес. 164. Непризнанное государство Силанд у берегов Британии находится на морской платформе, которая во Вторую мировую войну служила базой ПВО. 165. Саннакчи – это корейское блюдо из мелко нарезанного очень свежего осьминога, чьи щупальца продолжают двигаться и могут прилипать присосками к тарелке и палочкам. 166. Около 68% советских мужчин, родившихся в 1923 году, не дожили до 1946 года. Эта цифра включает как боевые потери во Второй мировой войне, так и смертность от других причин. 167. Наш мозг потребляет примерно столько же энергии, сколько лампочка в холодильнике. 168. Доспехи английского короля Генриха VIII отличались выдающимся гульфиком. 169. Кошка рыжего окраса с вероятностью 81% имеет мужской пол, а трехцветные с вероятностью 99,9% – женский. 170. Это первая фотография Луны, снята ученым Джоном Уильямом Дрейпером. 1840 год. 171. Часть эпизодов мультсериалов «Губка Боб. Квадратные штаны», «Черепашки-ниндзя», «Клуб Винкс», «Аватар. Легенда об Аанге» создала северокорейская ордена Ким Ир Сена, студия мультипликационных фильмов имени 26 апреля. 172. Первая фотография Земли с лунной орбиты сделана космическим аппаратом NASA Lunar Orbiter 1.
1966 год. 173. Между событием и его осознанием проходит несколько десятков миллисекунд, поэтому некоторые физики утверждают, что понятие «сейчас» не существует, и все мы живем в прошлом. 174. Красное море – единственное на Земле море, в которое не впадает ни одной реки. 175. Фарарациды – это вымершие хищные нелетающие птицы. Самая крупная из найденных окаменелостей была 3 метра высотой и более 100 килограммов весом. 176. Около половины взрослого населения Франции инфицированы токсоплазмой, паразитом, способным изменять поведение и личность хозяина. 177. Основателя компании Гуччи звали Гуччо Гуччи. 178. Папа Римский возглавляет не только Святой Престол в Ватикане, но и сам Ватикан, который считается вспомогательной территорией Святого Престола. 179. Среди паразитических наездников семейства Маймариdae встречаются виды с названиями Клерущус такточно и Клерущус никакнет. 180. Дизайнер Луи Риар назвал купальник, состоящий из 2 частей, бикини, в честь атолла Бикини в Тихом океане, на котором в 1950-х годах проходили ядерные испытания. 181. Существует рыба, которая называется «старая жена». Необычное название она получила за то, что когда ее ловят и вытаскивают на сушу, рыба ворчит и скрипит челюстью. 182. Сочи – один из самых северных городов мира, где выращивают чай. 183. До того, как взять название «Король и Шут», группа обсуждала варианты «Зарезанный одуванчик», «Армагеддон», «Апокалипсис» и «Король шутов». 184. Женщины лучше мужчин справляются с распознаванием лиц вообще, но особенно заметно их преимущество при распознавании женских лиц. 185. Рогатые шлемы викингов – это миф. Целиком сохранился лишь один подлинный шлем викинга – шлем из Гьормундбю, и у него нет рогов. 186. Первый контракт футболиста Лионеля Месси был написан на салфетке в ресторане во время встречи с руководством ФК «Барселона». Эта салфетка сейчас хранится в сейфе банка «Кредит Андорра». 187. Мэрилин Вос-Савант обладает рекордом Гиннесса за самый высокий зафиксированный IQ – 228. Она известна своей колонкой «Спроси Мэрилин» в журнале Parade, где отвечает на сложные вопросы. 188. У самцов южноамериканского лерохвостого козадоя хвост втрое длиннее тела. 189. Если инженерам удастся создать полноценный квантовый компьютер, он будет в 158 миллионов раз быстрее, чем самый сложный суперкомпьютер из существующих. 190. Карточный валет не принадлежит королевскому двору. Изначально валет был персонажем, живущим при дворе, но не имеющим определенного занятия. Позже валет стал обозначать обычного человека, без каких-либо особенностей. 191. В Судане больше пирамид, чем в Египте. Они меньше размером, но столь же великолепны и ценны в культурном отношении. 192. Могила Марии Склодовской-Кюри облицована свинцом в 2,5 см толщиной, потому что ее останки все еще радиоактивны. 193. Самый большой парк развлечений на Кубе называется Парк Ленина. 194. В названии автомобильной компании Альфа-Ромео Альфа – аббревиатура от анонима ломбарда «Фабрика Автомобили», а Ромео – фамилия Николи Ромео, одного из ее директоров, который переориентировал компанию на производство серийных скоростных автомобилей. 195. Три мудрые обезьяны, воплощающие принцип японской пословицы «не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла», имеют имена. Глаза прикрывает Мизару, уши – Кикозару, а рот – Ивадзару. 196.
У правительства Канады есть специальный отдел, который создает гербы для граждан страны. Любой может обратиться к генерал-губернатору за гербом и даже официально признанным личным флагом. 197. Скрипка, на которой играл Уоллес Хартли, руководитель оркестра «Титаника» во время крушения корабля. Была обнаружена на чердаке дома в Бридлингтоне, Англия, в 2006 году и продана на аукционе в 2013 за $1 600 000. 198. Пчелы не могут видеть красный цвет и воспринимают его как черный. 199. Лобные доли мозга, отвечающие за подавление неуместных мыслей, атрофируются с возрастом. Именно поэтому пожилые люди нередко говорят неприятные вещи. 200. КВН получил свое название в честь марки первого советского черно-белого телевизора КВН-49. Расшифровку «Клуб веселых и находчивых» придумали позже. 201. Переход от династии Мин к династии Цин в Китае занял 65 лет и унес 25 миллионов жизней. 202. Джон Рональд Ройл Толкиен самостоятельно создавал иллюстрации к своим книгам, а также составлял карты придуманного им мира. 203. Существует вид муравьев, где рабочие муравьи не работают, а похищают личинки из других муравейников и делают родившихся муравьев своими рабами. 204. В 1998 году Гондурас построил мост через реку Чоутека. В том же году ураган Митч сдвинул русло реки в сторону таким образом, что мост оказался вне ее русла. 205. Карл III, потомок настоящего Дракулы, Влада Цепиша. 206. В 2001 году в Индии выпал кроваво-красный дождь. 207. Существуют белые огурцы. Такие сорта называются белоплодными. 208. Научно доказано, что человек становится счастливее, когда делает то, что его пугает. 209. Пищевод кальмара проходит прямо через его мозг, имеющий форму бублика. 210. Есть два вида вымерших таракана-сверчков, названных в честь русских эвфемизмов смерти Далдуба и Врезалдуба. 211. Первая фотография Солнца была снята французскими физиками Луи Физа и Жаном Фуко. 1845 год. 212. Персонаж романа и кино Стюарт Литтл не мышь, а Сотеркин. Мифическое существо, похожее на мышь, которое, как считалось в XVIII веке, якобы может родить женщина. 213. Япония состоит из почти 7000 островов, протянувшихся на 2400 километров в Тихом океане, но только 430 из этих островов заселены. 214. Солнце тоже влияет на приливы земного океана, но его влияние вдвое слабее, чем у Луны. 215. Когда Ким Чен Ир стал новым лидером Северной Кореи в 1990-х годах, он заявил: «Не ждите от меня никаких перемен». 216. Первый месяц, начинающий год, называется январем, потому что посвящен Янусу, древнеримскому богу всех начинаний. 217. Сравнение снимков туманности Киля, сделанных телескопами Хаббл сверху и Уэбб. 218. Научно доказано, что женщины чувствуют и различают вкусы лучше мужчин. 219. После Второй мировой войны сотрудники Ватикана и Красного Креста помогли тысячам нацистских военных преступников бежать от правосудия, выдавая им документы на чужие имена, так сказать, по ошибке. 220. Когда режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк писал первую версию сценария в 2008 году, он был так беден, что в какой-то момент ему пришлось продать ноутбук, на котором он писал. 221. Ходьба на цыпочках – полезное упражнение, укрепляющее мышцы голеностопа, спины, колен и бедер. 222.
Hubble Extreme Deep Field – одно из самых глубоких изображений космоса. Почти все светящиеся точки – это галактики. Самая далекая из них удалена от нас на 13,2 миллиарда световых лет. 223. Куриный бок – это славянский амулет в виде камешка с отверстием естественного происхождения. Куриный бок размещался в курятниках и в домах для защиты от нечистой силы и болезней. 224. На чемпионате мира по караоке, проходившем в 2010 году в Москве, приз зрительских симпатий «Миллион пельменей» получил американец Эдвард Пиментель. 225. Белый шум встречается в природе, например, звук проливного дождя или ветер, шуршащий листьями деревьев. Исследование показало, что люди засыпают примерно на 40% быстрее под белый шум. 226. Ископаемые человекообразные обезьяны ростом до 4 метров и весом до 550 килограмм, гигантопитеки – самые крупные обезьяны из известных на сегодняшний день. 227. Джим Керри и Тупак Шакур были хорошими друзьями. Рэпер восхищался актерским талантом Керри. Когда Тупак сидел в тюрьме, Керри писал ему смешные письма, чтобы подбодрить. 228. Это первая цифровая фотография в истории. Инженер Рассел Кирш сделал портрет своего сына, тестируя получение цифрового изображения. 1957 год. 229. В 2010 году Южная Корея временно отменила таможенный сбор на импорт пекинской капусты и дайкона, так как в тот год в стране случился неурожай, и корейцам не из чего было готовить национальное блюдо – кимчи. Дефицит кимчи правительство Кореи расценило как национальный кризис. 230. Это пирамида из немецких касок, сложенная в честь победы Антанты, центральный вокзал Нью-Йорка, 1919 год. 231. Язык тигра очень шершавый, это помогает сдирать мясо с добычи, поэтому если тигр лизнет вам руку, на коже может остаться ссадина. 232. Локспорт – это вид спорта, в котором участники соревнуются во взламывании замков. 233. На этом изображении гусеничный мотоцикл Лихаэтр 1938 года. 234. В древнем североафриканском царстве Куш наличие второго подбородка считалось очень красивым. 235. В июльском номере журнала National Geographic за 1906 год были впервые опубликованы фотографии дикой природы. Это одна из них. 236. В имени писателя Артура Конана Дойла слово «Конан» – это второе имя, а не часть фамилии. 237. На изображении план здания, сделанный шумерами около 5000 лет назад. Резиденция в Умме, эпоха Третьей династии Ура. 238. В Германии можно получить бесплатную консультацию психолога, если вы на грани разрыва отношений с близким человеком из-за его веры в теории заговора. 239. Дальтонизм встречается гораздо чаще, чем принято думать. Им страдает каждый 12-й мужчина и каждая 200-я женщина на планете. 240. Деймос, спутник Марса, с каждым оборотом вокруг планеты увеличивает радиус своей орбиты, а Фобос, наоборот, уменьшает. В будущем Деймос улетит в космос, а Фобос упадет на Марс, спровоцировав катаклизм огромных масштабов. 241. Берлин, 1945 год. Пропагандистский плакат с цитатой Гитлера: «Дайте мне 5 лет, и вы не узнаете Германию». 242. На изображении дочери Николая II во время летнего круиза по Финляндии, 1908 год. 243. Исследование показало, что пение вместе с другими людьми поднимает настроение, успокаивает и приносит радость, помогая справляться со стрессом.
244. Самым высокооплачиваемым спортсменом в истории считается древнеримский колесничий Гай Апулей Диокл. За свою карьеру он заработал 35 миллионов 863 тысячи 120 сестерцев, что приблизительно эквивалентно 15 миллиардам долларов США. 245. В Дубае владельцы автомобилей стремятся купить престижные короткие номера. Рекордная цена около 15 миллионов долларов за номер P7. Такие номера служат признаком статуса. Чем проще номер, тем выше престиж владельца. 246. В Японии закон обязывает супругов носить одну фамилию. 247. Певица Лана Дель Рей окончила Фордхэмский университет по специальности метафизика и философия. 248. Ананас в буквальном смысле разъедает язык. Он содержит бромелаин, фермент, расщепляющий белок. 249. Во Франции уже 28 лет строят средневековый замок, используя только те материалы и методы строительства, которые существовали в XIII веке. Проект получил название «Замок Гиделон». Окончание строительства планируется к 2030 году. 250. Чистые пруды в Москве раньше назывались погаными прудами, так как туда сбрасывали отходы. 251. Добыча пропитания является основной задачей самок в львином прайде, поэтому в течение дня все дамы, физически способные к охоте, имеющие необходимый опыт и не занятые кормлением детенышей, охотятся. 252. Помимо лебедей, британский монарх владеет всеми местными осетрами, а также дельфинами и китами, которых по древнему праву называют королевскими рыбами. Хотя дельфины и киты на самом деле являются млекопитающими. 253. Крылья павлиноглазки атлас, размер которой превышает кисть руки человека, имеют окрас, напоминающий змеиную голову, причем сходство усиливается, когда бабочка машет крыльями. 254. Акула мако – один из самых быстрых хищников океана. Она способна разгоняться до 50 км в час. 255. Маленькие пестрые пятнышки на яблоках и грушах – это крохотные отверстия, через которые происходит газообмен, плод поглощает углекислый газ и выделяет кислород. 256. Орбиты спутников Сатурна, Эпиметея и Януса расположены очень близко, их радиус отличается всего на 50 километров. Раз в 4 года один из спутников, так сказать, догоняет второй, и сила гравитации меняет их орбиты местами. 257. Половина всех видов обезьян в мире находится под угрозой исчезновения из-за автомобильных и железных дорог, линий электропередач и трубопроводов. 258. Белый як выглядит как будто пушистый пудель с выставки, только гигантский. Як – это представитель крупного рогатого скота родом с Тибета. Звери вырастают до 2 метров в холке, в длину до 3 метров, весят до тонны. Яков одомашнили в первом тысячелетии до нашей эры. У них очень длинная густая шерсть, як – незаменимое вьючное животное в горной местности. Также як дает молоко высокого качества и является источником мяса. Ухода требует минимум. Из пряжи яка шьют одежду. Она очень ценится, ведь тибетцы животное никогда не стригут, а только причесывают. Для пряжи берут шерсть, которую сняли с гребня после причесывания, и ту, что остается на кустах, где пасутся яки. В Советском Союзе домашний як был завезен на Северный Кавказ. Сейчас яки есть в республике Тыва, Бурятии, на Алтае и Кубани. 259. В Америке просто взяли и утопили вагоны метро. Тысячи. Старые поезда Нью-Йорка не резали на металл, как это делают у нас. Их грузили на баржи, вывозили в океан и сбрасывали на дно. Звучит как экологическая катастрофа, но по задумке организаторов это должно было дать позитивный эффект природе. Перед тем, как утопить вагоны, полностью обнажали, убирали все опасное, от масел до асбеста. Оставался чистый металлический каркас. Через 2 месяца эти железные коробки превратились в подводные города.
Сначала их осваивали моллюски, потом подтягивалась мелкая рыба, за ней крупная, и через пару лет там уже кипела жизнь, как в настоящем рифе. Всего так утопили больше 2500 вагонов, и рыбы в этих местах стало заметно больше, рыбаки только спасибо сказали. Но эксперимент закрыли, потому что старые вагоны были более экологичными, а современные включали пластик, стекловолокно и прочие вредные для экосистемы материалы. Один и тот же вагон. Для города – хлам, для океана – новостройка. Все зависит, конечно, от того, из чего он состоит. 260. Если кто-то пробовал рассмотреть Мону Лизу в сильном приближении, чтобы глаз на весь экран или губы, то застыли в полном недоумении, потому что невозможно найти ни одного мазка, даже самого крошечного. Более того, когда исследователи сделали рентген Моны Лизы, то тоже не увидели ни одного мазка, но обнаружили кое-что невообразимое. 30 тончайших слоев краски. Вы даже представить не можете, насколько тонких. В 1 микрометр. Для сравнения, диаметр человеческого волоса 80 микрометров. Оказалось, что мазки там есть, но каждый мазок длиной в 1/40 миллиметра. Леонардо с помощью лупы наносил сеть вот таких микроштрихов кистью, а потом уже наносил слой тончайшей краски. И так 30 раз. Слой штрихов, слой краски. 261. Эксперимент, проведенный студентами в Англии с ГМО-продуктами, дал интересный результат. Они взяли 2 початка кукурузы. Один рос традиционным способом, а другой генетически модифицированный. Оба початка на несколько дней оставили в местном парке, после чего сравнили результат. Животные, судя по всему, чувствуют, что продукт ГМО обладает непревзойденными преимуществами. Органический початок остался практически нетронутым. Возможно, из-за отпугивающего запаха естественных грибков или просто низкого содержания углеводов. В то время как ГМО кукуруза была съедена практически мгновенно. В ГМО кукурузе концентрация полезных моно- и дисахаридов и аминокислот зачастую выше, а опасных микотоксинов, которые всегда сопровождают поврежденные насекомыми плоды природных сортов, практически нет. Животные – прагматичные выживальщики. Они не читают псевдонаучных газет и выбирают самый калорийный и безопасный продукт, созданный по высшим стандартам современной науки. Пока люди спорят о терминах, природа голосует за эволюцию в чистом виде, выбирая продукт, который совершеннее, чище и вкуснее всего, что могла предложить случайная селекция прошлого. 262. За последние 80 лет конечный участок Великой Стены Китая в районе Шаньхайского прохода претерпел удивительную трансформацию. В 1930 году этот исторический памятник был в плачевном состоянии, остатки древних укреплений, почти разрушенные временем и природными катаклизмами, едва виднелись среди буйства зелени. Однако к 2008 году этот участок стены был полностью восстановлен, а его массивные каменные блоки и сторожевые башни реконструированы в их первозданном виде. Теперь мощные стены омываются волнами Бахайского залива, создавая впечатляющий пейзаж встречи древней архитектуры с морской стихией. Этот участок стены – единственное место, где величественные сооружения буквально уходят в море. Реставрационные работы заняли несколько лет и потребовали использования традиционных китайских строительных технологий. Можно только представить, сколько поколений видели эти стены в различных состояниях за почти столетие. 263. Фотограф Талал Аль-Рабах запечатлел целую семью песчаных кошек на Ближнем Востоке. Ценность фото в том, что этот вид является одним из самых неуловимых животных пустыни на Земле. 264. Прямоугольные волны возникают, когда волны приходят сразу с 2 перпендикулярных направлений. Это красивое, но опасное явление природы, которое лучше наблюдать со стороны. Прямоугольные волны могут мешать пловцам и яхтсменам. Места совпадения гребней создает неровности большой амплитуды, которые могут опрокинуть лодку. Моряки в XIX веке знали эти особенности моря в клеточку и старались избегать подобных течений, потому что можно было легко оказаться пешкой в этой морской игре шахматной доски. Со стороны, с учетом низкой амплитуды, такие волны могут показаться безопасными, но они способны переворачивать корабли, так как течение создает качку.
265. Почему пауки не насекомые? Насекомые и паукообразные – это два разных класса животных. У них общий отряд – членистоногие, куда также входят еще два класса – ракообразные и многоножки. Пауки внешне похожи на насекомых. Почему же их выделили в отдельный класс? Давайте посмотрим на главные отличия пауков и насекомых. На самом деле нам просто кажется, что у них много общего. Потому что маленькие ползают и в целом не очень приятны для людей. Общее же у них лишь хитиновый покров и соединение брюшка с остальной частью тела тонким стебельком, и то, что ноги по бокам. Далее одни отличия. У насекомых 6 лап, у пауков 8. У пауков есть специальные конечности около рта с ядовитыми коготками. У насекомых есть своеобразная шея, поэтому их голова подвижна. У пауков голова сразу переходит в грудь. У насекомых 2 глаза, и их зрение довольно продвинутое. У большинства пауков 8 глаз, устройство которых намного проще. Но, пожалуй, главное отличие пауков и насекомых – то, как они питаются. Насекомые едят по человеческим меркам классически, жуют либо листья, либо чье-то мясо, например, тех же насекомых. Паук же переваривает пищу снаружи. Впрыскивает желудочный сок, а потом высасывает получившуюся субстанцию. Пауки плетут паутину, в которую попадаются насекомые. Подобных технологий у насекомых нет. Кого в мире больше? Насекомых, причем с большим преимуществом. Всего насчитывается 43 тысячи паукообразных, включая вымершие виды. Насекомых же известно более 1 миллиона. 266. Эта фотография очень популярна в Азии. Ее используют для борьбы с адептами теории плоской Земли. Стрелочкой указан Эверест, как он виден из города Катманду на расстоянии 160 километров. Эверест – самая высокая точка планеты. И если бы Земля была плоской, Эверест отовсюду бы смотрелся как самый высокий пик. Однако, глядя из Катманду, очевидно, что Эверест выглядит ниже, чем ближайшие горы из-за кривизны Земли. Это четкое и очевидное доказательство того, что Земля имеет кривизну, иначе Эверест бы оставался всегда самой высокой из всех видимых гор. Теперь адептам теории плоской Земли приходится доказывать не только, что нас кто-то и зачем-то обманул, что наша планета – шар, но и то, что кто-то обманул, что Эверест – самая высокая гора в мире. 267. Могила Робин Гуда. Умер. 8 ноября 1247 года. Здесь под этим небольшим камнем лежит Роберт, истинный граф Хантингтонский. Не было лучника искуснее его. И люди звали его Робин Гуд. Целых 30 лет и даже более сражался он с преступниками в северных землях, хотя сам вместе со своими людьми был вне закона. Такого, как он, Англия никогда не увидит вновь. Западный Йоркшир, Англия. 268. На этом фото не игрушечные домики, а полноценные городские дома с несколькими этажами, каждый из которых имеет площадь примерно от 135 до 150 квадратных метров. Это город Копенгаген, район Картофлеракерне, что буквально означает «картофельный ряд». Район был построен в XIX веке для рабочих, но сегодня считается одним из самых дорогостоящих, привлекательных и атмосферных мест для жизни. 269. Джеймс Харрисон, 88-летний житель Австралии, ушедший из жизни в прошлом году, стал спасителем для 2 миллионов детей. В его редкой группе крови обнаружились уникальные антитела, способные победить тяжелую форму анемии у новорожденных – резус-конфликт. На протяжении десятилетий он сдавал кровь почти 1000 раз. Каждая его донация становилась шансом на жизнь для десятков младенцев, чьи матери в силу резус-несовместимости не могли сохранить беременность. Его добровольный систематический вклад позволил создать огромное количество спасительной сыворотки – 1 человек, 1000 донаций, 2 миллиона спасенных жизней. 270. Когда-то улицы Парижа мастили деревом. В XIX веке в столице Франции появился необычный тип дорожного покрытия – деревянная мостовая. Вместо камня на улице укладывали массивные спилы деревьев. Такое покрытие лучше глушило грохот тяжелых повозок и делало город заметно тише.
Сегодня увидеть этот редкий след прошлого можно лишь в нескольких местах. Одно из них – пассаж Сен-Мор, где до сих пор сохранились последние фрагменты деревянной мостовой, напоминающие о том, каким был Париж более 100 лет назад. 271. Смотрите, какая забавная свинка, но за этим балдежным обликом таится страшный зверь. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Да уж, перечисляя опасную африканскую фауну, товарищ Чуковский совершенно напрасно не уделил внимания африканской кистеухой свинье. А ведь многие фермеры, ведущие хозяйство на территориях от Сенегала до Демократической Республики Конго, при одном только упоминании этой свинки вздрогнут от ужаса. 100 килограммов живого веса и 1,5 метра рыжей туши держат в страхе тысячи и тысячи местных жителей. Уже вообразили агрессивную плотоядную свинью, пожирающую коров и коз. Ну давайте тогда разбираться, так ли страшен черт, как его малюют. Нет, никакими необычными для свиней блюдами кистеухие африканки не увлекаются. Их всеядность включает корни, клубни и плоды, а также насекомых и других беспозвоночных, ну и еще падаль, вне зависимости от ее происхождения. Казалось бы, в чем тут может быть проблема? А проблема в колоссальной прожорливости. Посетив глухой ночью любовно возвращенные человеком плантации, обширное семейство свинок может не оставить на них ровным счетом ничего, ведь каждая преспокойно уминает до 3 килограммов растительной пищи за раз. Как вы понимаете, для африканского фермера потеря урожая сама по себе катастрофична, так эти свиньи еще и с домашним скотом за пастбище конкурируют, лишая коров пищи, а людей мяса и молока. И с каждым годом ситуация только ухудшается. Почему? Да потому что размножаются эти свиньи исключительно активно. Одна самка за год может дать приплод в 15-18 поросят, а вот численность тех, кто раньше сдерживал численность кистеухих свиней, неуклонно уменьшается. Дать отпор льву или леопарду эти свиньи не способны и спасаются бегством, а вот гиенам, зашедшим на их территорию, нередко дают бой и весьма успешно. А дать отпор человеку еще проще, его они вообще как нечто опасное не воспринимают. Клыки свинья растила, конечно же, не для нападений, а для того, чтобы сладкие коренья из земли выкапывать, но они оказались отличным оружием, вполне способным убить защитника сельхозугодий. А когда этих клыконосцев еще и 20-25 голов, по одному ведь они не ходят, чай не дураки. Но люди не были бы людьми, если бы не нашли способа обернуть даже такое стихийное бедствие себе на пользу. Осознав бессмысленность борьбы, многие африканские фермеры решили со свиньями договориться и вполне в этом преуспели. Вдоволь подкармливая их помоями, они сделали из кистеухих свиней этаких полувольных домашних животных, убив одним выстрелом сразу 2 зайцев. И большую часть урожая удается сохранить, и свинина на столе всегда имеется. 272. На изображении Аугсбургское кольцо с солнечными часами, сверху отделка бриллиантами в виде ежа, 1580 год. Миниатюрное чудо мастерства эпохи Возрождения, выполненное из золота, эмали и бриллиантов. 273. В 1970-х годах у врачей был один главный способ понять, что происходит внутри тела, либо косвенные признаки, либо операция. Если диагноз был неясен, иногда приходилось буквально открывать человека, чтобы увидеть проблему, но один врач решил, что должен быть другой способ. Реймонд Дамадьян был уверен, что разные ткани тела ведут себя по-разному в магнитном поле. Он предположил, если это измерить, можно отличать здоровую ткань от больной, например, находить опухоли без операции. Идея звучала слишком смело, многие считали ее бесполезной. Тогда он собрал собственный аппарат, огромную громоздкую машину, больше похожую на экспериментальную установку, чем на медицинский прибор. В 1977 году произошло то, что изменило медицину. В этот аппарат лег первый человек-доброволец. Сканирование длилось почти 5 часов. Все это время нельзя было двигаться, любое движение и данные приходилось начинать заново. Когда изображение наконец получили, стало ясно. Врачи впервые увидели внутренние структуры тела без разрезов. Это был первый шаг к тому, что сегодня называется МРТ.
Сейчас такие аппараты стоят в больницах по всему миру. Исследование занимает минуты. Врачи видят мозг, сосуды, опухоли, повреждения, все то, что раньше приходилось искать вслепую или во время операции. 274. На фото белуха обнимается с тюленем. Кит-белуха, не путать с осетровой белугой, адаптирован для жизни в суровых условиях севера. Белуха имеет толстую кожу и внушительный слой жира до 25 см, который позволяет выживать им во льдах. Выражение «ревет, как белуга» абсурдно, ведь белуга – рыба, которая плавает молча, а речь идет именно о белухе, которая действительно любит покричать. Белуха издает резкие звуки, похожие на птичьи, из-за чего на Западе ее прозвали морской канарейкой. Но не только белухи позволяют животным кататься на себе. На фото второй тюлень прокатился на спине горбатого кита. Это редкая удача для фотографа. Но для океана рядовое событие, киты часто позволяют подобное. Киты на самом деле часто демонстрируют дружелюбное поведение. Нередки случаи, когда они помогали другим животным, отбивая их у агрессивных хищников, например, косаток. Они распознают их сигналы к атаке и часто мешают им охотиться. 275. Если вы замораживали воду в формочках, то наверняка замечали, что обычно кубики льда белого мутного цвета. Как же прозрачная вода превращается в лед белого цвета? Вода замерзает неравномерно. И все примеси и газы замерзают в последнюю очередь. Обычно такие кубики прозрачны по верхнему краю. Тут кристаллизация начинается раньше, а центр и низ белые и мутные. Несмотря на мутный внешний вид, такой лед вполне безопасен для употребления. Не все примеси вредны. Белый цвет, например, дают кальций и магний, которые являются важными микроэлементами для человека. Если же заморозить кипяченую воду, то кубики будут намного прозрачнее. Эффект будет гораздо лучше, если воду прокипятить дважды, тогда из примесей останутся только пузырьки воздуха. Чтобы избавиться и от них, нужно замораживать постепенно. 276. На Аляске лесные лягушки замерзают на 7 месяцев в году. Сердце перестает биться, они не дышат, кровоток останавливается. 60% воды в организме лягушки превращается в лед. Оттаивают и начинают двигаться лягушки только когда приходит тепло. Ученые долго не могли решить эту загадку, как лягушкам вида рана сильватика это удается. В течение 3 месяцев температура тела лягушки не превышает минус 6 градусов Цельсия, но недавно ученым удалось найти ответ. Оказалось, что печень у лягушек перед засыпанием увеличивается в 1,5 раза. А запасы гликогена, питательного вещества, которое накапливает печень, вырастают в 3 раза. Замерзает лягушка постепенно, и глюкоза помогает клеткам сохранить свою структуру. Ученые прозвали эту лягушку «ходячая печень». Природные секреты, скрытые в этой лягушке, ученые надеются использовать для заморозки органов и, возможно, в будущем человека. Ведь заморозить человека легко, а разморозить живым и здоровым пока наука не умеет. 277. Как студент-недоучка переспорил Гарвард и сам спроектировал себе операцию. Дуг Линдси был обычным 21-летним студентом, когда его мир схлопнулся до размеров больничной койки. В один день он просто не смог встать, его сердце бешено колотилось, а тело превратилось в свинец. Следующие 11 лет он провел в горизонтальном положении. У Дуга был пример перед глазами, и этот пример пугал. Его мать слегла с похожими симптомами, когда ему было 1,5 года. Врачи годами разводили руками, списывая все на слабое сердце или психосоматику. Когда Дуг заболел сам, он понял, если он доверится официальной медицине, он просто умрет в этой кровати, как и его мать. Не имея медицинского образования, Линдси превратил свою комнату в штаб-квартиру. Он купил 1000-страничный учебник по эндокринологии и начал читать. Он анализировал каждый удар своего сердца и каждую биохимическую реакцию. Через 3 года заточения он выдвинул безумную гипотезу. Его надпочечники вырабатывают слишком много адреналина, но не из-за опухоли, которую врачи не нашли, а из-за того, что их внутренняя часть, мозговое вещество, работает неправильно. Он буквально придумал новую болезнь. И, как это бывает в стиле лучших медицинских драм, врачи только посмеялись над парнем с учебником. Дуг не сдался.
Он нашел единомышленника, ученого из Гарварда, который подтвердил, теория имеет право на жизнь. Но была проблема. Методики удаления только внутренней части надпочечника не существовало. Хирурги умели удалять орган целиком, но в случае Дуга это бы его убило. Тогда Линдсей сделал то, что не укладывается в голове. Он сам разработал план операции. Он нашел старые атласы, изучил ветеринарные протоколы на собаках и составил детальную инструкцию из 21 шага. Ему потребовалось еще несколько лет, чтобы найти хирурга, который согласится на эту авантюру. В 2010 году, после 11 лет в постели, Дугу провели операцию по его собственным чертежам. Через 3 недели после операции Дуг Линдсей смог сесть. Еще через несколько месяцев выйти на прогулку. Он не просто вылечил себя, он заставил медицину признать новый вид нарушений в работе вегетативной системы. Сегодня Дуг не просто здоровый человек, он медицинский консультант, который помогает людям с редкими заболеваниями находить ответы там, где пасуют клиники. Человек, который отказался умирать по протоколу и в итоге переписал его сам. 278. Зачем в Венеции ставили такие выпуклости в углах зданий? В итальянских городах, прогуливаясь по центральным улочкам со старинными зданиями, по углам можно увидеть такие причудливые горки. В Венеции их особенно много. Обычно люди думают, что это какое-то старинное украшение или просто недоделанный элемент архитектуры из прошлого. Но это вполне практичная для средних веков вещь. Появились выпуклости в позднее Средневековье. Делали их из камня или металла. Цель у этих горбов была вполне практическая. Уличного освещения в то время не было. Лампы на масле не в счет. Они светили тускло, да и то только на главных улицах. Как вы понимаете, по ночам в городе была тьма кромешная. А чтобы попасть домой, людям приходилось заходить вот в подобные арки. Добавим к этому, что банковских карт и криптовалюты у горожан в то время не было. Только наличность и материальное богатство. Идеальная среда для грабителей. В узких улочках легко спрятаться злоумышленнику, напасть из-за угла на бедолагу. А потом также быстро убежать от стражи. Такой горб здесь называют коприанголи, углонакрыватели или гоббе антибандито, противобандитный горб. Потому что спрятаться в угол и неожиданно напасть с таким горбом невозможно. Да и спрятаться от стражи трудно. Такими горбами старались оснащать все углы рядом с большими улицами. И эти элементы архитектуры действительно сократили преступность в городе. Еще одно из применений, чтобы колеса телеги не застревали на повороте. 279. Самая старая действующая дверь в мире находится в Пантеоне в Риме. Она была сделана из бронзы в 115 году нашей эры. Каждая створка двери имеет размеры 2,3 метра в ширину и 7,6 метра в высоту. Двери изготовлены из бронзы и имеют большой вес, однако они так хорошо сбалансированы, что открыть их может один человек. Интересно, какие петли использовались для этих дверей. Для их создания необходима была промышленность, например, токарный станок. Также важно учесть, какие косяки и петли могли выдержать такой вес, где плавили металл и отливали эти двери, где брали столько медной руды и как ее обогащали, какая температура была достигнута для плавления металла. Для плавки такого количества металла требуется огромное количество энергии. Задумывались ли вы об этом? 280. В 17 веке в Японии был изобретен соловьиный пол. Металлические скобы установлены под полом таким образом, что при каждом шаге издавали звуки, похожие на птичье пение. Пройти по такому полу бесшумно было невозможно, а если бы кто-то попытался подкрасться на цыпочках, то только усилил бы давление на дощечки, и соловьиное пение стало бы громче. Такие полы устанавливали в коридорах, ведущих к покоям императоров, а также в домах богатых самураев, опасающихся нападения. 281. Греческой стопой называют анатомическую особенность, при которой второй палец длиннее большого. В медицине этот феномен известен как палец Мортона, термин, введенный в честь американского ортопеда Дадли Джо Мортона, описавшего его в начале 20 века. Хотя это наследственная костная аномалия, она не вызывает серьезных проблем со здоровьем, за исключением трудностей в подборе обуви.
Интересно, что греческая стопа долгие столетия считалась эталоном эстетики в древнегреческой скульптуре, а затем и в римском искусстве такие пропорции изображались как символ гармонии. Эта традиция сохранилась в произведениях эпохи Возрождения и даже в современных памятниках, например, ступни статуи Свободы выполнены по этому принципу. Археологи также находили аналогичные изображения стоп среди кельтских артефактов, что указывает на широкое культурное восприятие этой особенности. Современные исследования показывают, что такое строение стоп встречается у 10-15% людей и передается по наследству. При этом ее наличие не влияет на двигательные функции, а в истории искусства она остается примером того, как анатомические особенности могут формировать эстетические идеалы на протяжении тысячелетий. 282. На фото древний будильник. Свеча горит, гвозди со звоном падают на металлическое блюдо. До изобретения будильника людям приходилось исхитряться, чтобы не проспать важные события. Большинство решало вопрос самодисциплиной, просто много лет вставали с первыми лучами солнца и привыкли к графику. Да и на работу к 8 тогда не практиковалось. Рабочий график чаще варьировался и зависел от задач. Второй способ: человека будил слуга или кто-то более дисциплинированный. Была даже такая услуга: человек ходил и стучал в окна, что пора вставать. Однако существовали и специальные устройства. Например, часы с отметинами. Как правило, это были гвозди или гирьки. Стандартные толстые свечи могли гореть 4 часа, прежде чем будильник срабатывал. В Китае была более продвинутая версия – свечи со специально растертой древесиной, горели равномерно и несколько суток. Поэтому можно было маркировать свечу, заводя будильник на определенное время. 283. Бородатая свинья обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии, где она использует свою длинную морду для выкапывания таких закусок, как дождевые черви и корнеплоды. Часто можно встретить небольшими группами. Иногда они собираются для массовых миграций, во время которых можно увидеть более сотни бородатых свиней, пересекающих реки в поисках еды. У этого животного самое стройное туловище и самая длинная голова из всех видов свиней. 284. Бичий Хэт – самый высокий меловой морской утес в Великобритании, 162 метра над уровнем моря. Образовался между 65 и 100 миллионами лет тому назад, когда эта область находилась под водой. Бичий Хэт печально знаменит, так как в год здесь происходит до 20 случаев ухода из жизни. Здесь даже курсирует специальная команда, задачей которой является определить местонахождение и остановить потенциальных прыгунов. 285. В мире так много удивительных мест, но есть места, где от красоты в буквальном смысле захватывает дух. Одним из таких мест, несомненно, являются скальные монастыри-метеоры в Греции. 286. Уровень редкости запредельный. Это лишь 4-я пума альбинос, известная людям. В дикой природе они выжить не способны, даже в зоопарках им тяжело. У них слабое здоровье, привередливый кишечник, а от палящего солнца наш герой ослепнет. Поэтому сотрудники зоопарка всячески берегут красавца. Тем не менее, у нашего героя все хорошо. Он родился в зоопарке Никарагуа в 2023 году. Назвали Ицая. У него истинный альбинизм, а глаза кажутся голубыми, но дело не в пигменте, просто у пум достаточно плотная радужка, и свет из-за нее рассеивается определенным образом, создавая голубой цвет. 287. В небе наблюдали удивительную картину – клин диких гусей, а в самом хвосте – белый лебедь. Почему он там? Ответ прост – длинный путь в одиночку осилить невероятно сложно. Ветер, усталость, километры неизвестности – все это требует колоссальных сил. Этот лебедь – отличный пример того, что иногда для успеха и достижения важной цели нужно отбросить гордость и примкнуть к тем, кто движется в ту же сторону. Вместе проще преодолевать любые расстояния. 288. Японцы вырастили зуб. Настоящий. У взрослого человека. 42-летний токийский менеджер проснулся ночью от ноющей боли в челюсти, там, где 8 лет назад дантист удалил коренной зуб. Врач успокоил, все идет по плану. Через 3 недели острый кончик нового зуба прорезал десну.
Не имплант, не протез, живой зуб с корнем, эмалью и дентином. Первый такой случай у взрослого человека в истории медицины. Секрет оказался в USAG-1, биологическом выключателе, который примерно в 12-14 лет глушит программу роста зубов. При этом спящие зубные зачатки третьего комплекта никуда не деваются, они лежат в челюсти всю жизнь, как законсервированные. Профессор Такахаши из Киотского университета потратил 20 лет, чтобы найти антитело, которое блокирует USAG-1, аккуратно, без побочных аномалий. Один укол, и спящая программа запускается заново. Сейчас вторая фаза испытаний. 120 участников, около 68% с врожденным отсутствием зубов, показали реальное формирование зачатка. Новая технология станет массово доступной в период с 2030 по 2036 годы, но главное уже понятно. В нас все это время лежали запасные версии нас самих. Биология не забыла, как нас чинить, просто мы, наконец, научились ее об этом попросить. 289. Почему в ходе эволюции появились большие кошки, а не большие собаки? Разница, как оказалось, напоминает отличие тела штангиста от боксера. По мнению ученых, дело в принципе охоты. Кошки, как известно, одиночки, нападают, сбивают добычу с ног и наносят удары когтями. Здесь главная мгновенная сила. Волки охотятся стаями. Они могут много дней преследовать и изматывать добычу. Раненый зверь сам устанет и рухнет от истощения, и с большим телом так долго не побегаешь. На первое место здесь выходит выносливость и, как следствие, компактное тело. 290. Наука до появления компьютеров. Сотрудникам НАСА приходилось рассчитывать и вычислять уравнения старомодным способом, вручную. На этом снимке математики делают расчеты уравнений спутниковых орбит. 291. Галка – это тот самый случай, когда за скромным черно-серым фасадом скрывается один из самых острых умов в мире пернатых. Первое, что бросается в глаза при близком знакомстве, это их светло-голубые или почти белые глаза. В мире птиц это редкость. Галки – убежденные моногамы. Они выбирают пару один раз и на всю жизнь. Самец кормит самку не только в период гнездования, но и просто так, в знак привязанности. Развод – это редкость. Пары распадаются крайне редко, обычно только в случае смерти одного из партнеров. Если скромная галка выходит замуж за высокорангового самца, она мгновенно приобретает его статус в стае, и другие птицы начинают проявлять к ней уважение. Галки обладают способностью распознавать людей. Если вы однажды обидели галку или, наоборот, подкормили ее, она вас запомнит. Более того, она может рассказать об этом своим сородичам, используя специальные сигналы, и в следующий раз на вас будет неодобрительно смотреть уже вся стая. У галок потрясающая демократия. Когда стае пора решать, куда лететь на ночевку или кормежку, они устраивают своего рода голосование. Птицы начинают громко кричать, и когда шум достигает определенного порога интенсивности, вся стая одновременно взлетает. Если криков мало, решение не принято, и птицы продолжают сидеть. Интересный факт. Галки – одни из немногих животных, которые понимают указательный жест человека. Если вы покажете рукой на спрятанную еду, галка, скорее всего, поймет, что вы имеете в виду. 292. Гренландская акула живет 400 лет, или даже 500, дольше всех среди позвоночных животных. Этот хищник 5-метровой длины первые 100 лет только подрастает не спеша на сантиметр в год и дожидается первой любви. Самки не готовы к размножению до 156-летнего возраста. Предполагают, что холодная вода помогает продлить жизнь акуле, замедляет биохимическую активность, хотя одной холодной воды тут явно недостаточно. В 2013 году в Северной Атлантике ученые обнаружили еще одного 500-летнего монстра – морского моллюска Арктика айландика, старейшего из животных-долгожителей. Возможно, в холодных водах обитают и другие, еще неведомые древние. 293. Стив Ирвин, известный как охотник на крокодилов, был гораздо больше, чем телевизионная звезда. Он посвятил жизнь защите дикой природы, просвещению людей и воспитанию уважения к природе. Через австралийский зоопарк и организацию Wildlife Warriors
он повышал осведомленность о редких видах и сохранении их среды обитания. Выросший среди животных, Ирвин заражал своей энергией и любовью к природе миллионы людей. Даже после его смерти в 2006 году миссия продолжается. Семья Терри, Бинди и Роберт поддерживает его дело, показывая, что охрана природы важна для будущего всего человечества. 294. Почему соленая вода не подходит для человека? Мы же пьем минералку, где есть соль. В пустыне местные жители часто подсаливают воду. Морскую воду пить нельзя, это знают все. Но почему именно морская вода считается вредной? В литре морской воды содержится 35 граммов соли. Это недельная норма для человека за один присест. Чтобы вывести такое количество соли, почки вынуждены тратить больше воды, чем человек выпил. Организм буквально обезвоживается с каждым глотком. Потом почки начинают сдаваться. Итог – стремительное обезвоживание, судороги и, если не остановиться, смерть. Французский биолог Ален Бомбар в 1952 году пересек Атлантику на надувной лодке за 65 дней, без еды и пресной воды. Только рыба, планктон и морская вода. Он выжил, хотя к финишу потерял волосы, зрение просело, анализы крови выглядели как приговор. Вывод из его эксперимента неожиданный. Морскую воду пить можно, но не больше 700 мл в сутки и не дольше недели. Бомбар разбавлял морскую воду пресной, которую выжимал из рыбьих тушек. Инженерное решение уровня – выжить любой ценой. 295. В Нидерландах разработали компрессионный чулок для всего тела, который помогает успокоить нервную систему. Этот инновационный продукт называется сваделини и представляет собой нечто среднее между обнимашками и уютным коконом. Он создан, чтобы дать ощущение безопасности и комфорта, как будто вы снова в утробе матери. Идеальный способ расслабиться и забыть о тревогах, просто обернуться в этот уютный мешок и насладиться моментом. 296. В марте 2026 года в США вышел на свободу 74-летний океанограф, который провел за решеткой более 10 лет не за само преступление, а за отказ выдать координаты спрятанного золота. Все началось в 1988 году, когда инженер Томми Томпсон совершил научный прорыв. С помощью созданного им глубоководного робота он нашел легендарный пароход SS Central America. Судно, затонувшее в 1857 году во время урагана, перевозило тонны золота, общая стоимость которых сегодня оценивается в $500 миллиарда. Томпсон действовал масштабно и поначалу легально. Он поднял основную часть сокровищ и в 2000 году официально продал партию золота за $52 миллиона. Однако 161 инвестор, вложившие в его проект более $22 миллионов, внезапно обнаружили, что не получили от этой сделки ни цента. Когда начались суды, выяснилось, что из реестра исчезла часть самого ценного груза – 500 редчайших золотых монет. В 2012 году, когда тучи сгустились, Томми пустился в бегство. Его поймали лишь спустя 3 года в отеле Флориды. На все вопросы о судьбе 500 золотых монет, стоимость которых сейчас оценивается в десятки миллионов долларов, Томпсон отвечал: «Я не помню, где они». Он утверждал, что передал их в траст, доступ к которому якобы утерян из-за его проблем с памятью. Суд применил уникальную меру – заключение за неуважение к суду. У Томми не было срока, ему просто сказали: «Будешь сидеть, пока не вспомнишь». Шли годы, его здоровье ухудшалось, но он продолжал хранить молчание. На фотографии 1989 года изображены золотые слитки и монеты на месте, где их извлекал Томпсон. Пока Томпсон сидел в камере, история SS Central America продолжалась без него. Другие компании получили разрешение на разведку обломков и подняли остатки золота, которые Томми технически не смог забрать. Однако те самые 500 монет, скрытые лично им, так и не были найдены. В марте 2026 года федеральные власти признали поражение. Содержать старика под стражей бесконечно стало невозможно по медицинским и юридическим причинам. Томпсон вышел на свободу с, так сказать, чистой совестью и, вероятно, с очень надежным пенсионным фондом, координаты которого за 10 лет заключения стали только дороже.
Эта история доказала, иногда молчание действительно стоит золота. 297. Волна, Иван Айвазовский, 1889 год. Любопытно, что в момент создания картины художнику было уже 72 года. Изображая бурное движение волн, живописец любуется циклопической мощью природы и как будто сравнивает с ней тщету человеческих усилий, низко нависли над волнами тяжелые свинцовые тучи, пучина вот-вот поглотит разбитый корабль. Нет надежды и у пытающихся спастись моряков. Колорит картины холоден и мрачен. Живописец отходит здесь от ранней романтической яркости палитры и приближается к реалистическому решению. 298. В Португалии произошла история, которая звучит почти как морская сказка. Один водолаз погрузился под воду, чтобы выполнить ремонтные работы, и вдруг заметил рядом странного наблюдателя – осьминога. Сначала тот просто молча завис неподалеку, будто с любопытством присматривался к тому, что делает человек, но очень быстро стало понятно, он не просто смотрит. Каждый раз, когда водолаз ронял инструмент или искал гаечный ключ, болт или какую-нибудь другую деталь, рядом внезапно появлялось щупальце. Спокойно и почти с удивительной осторожностью осьминог протягивал найденный инструмент, словно с самого начала пришел сюда помогать. Удивленный водолаз решил установить камеры, чтобы зафиксировать то, во что никто не хотел верить. Запись быстро разлетелась по всему миру. Осьминог, подающий инструменты, словно лучший ассистент, покорил тысячи людей. Когда водолаза спросили, каково это работать в таких условиях, он лишь улыбнулся и сказал: «Я просто рад, что там внизу у меня была вспомогательная рука». Возможно, мы и правда никогда не бываем полностью одни, даже на дне океана. Иногда помощь приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь, даже в виде дружелюбного щупальца, появляющегося из морских глубин. 299. Около 30 миллионов человек в Китае живут в еодунах, пещерных домах, которым больше 4000 лет. И это не нищета, а продуманная стратегия. В стране, где доминируют электрокары, искусственный интеллект и высокие технологии, люди спокойно выбирают жизнь под землей. Местные считают, что если строить вверх, то богатые соседи перекроют солнце бедным, поэтому они копают вниз. Так свет достается всем одинаково. К тому же Земля держит стабильную температуру – плюс 10 градусов Цельсия зимой и плюс 20 градусов Цельсия летом, безо всякого электричества. Жилье обходится примерно в $30 в месяц, тогда как в Пекине за квартиру-студию просят от $600. В 2011 году еодуны даже внесли в наследие ЮНЕСКО. 300. Последний выдох. Древний 35 миллионов летний клещ с пузырьком воздуха в кусочке янтаря. Новая технология позволяет снимать инклюзы в цвете и с высоким разрешением. Длина клеща всего 150 микрометров. На этом я бы хотел закончить это видео с 300 невероятными фактами, которые помогут уснуть. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. В меде содержатся полезные для жизни ферменты. Однако при контакте с металлической ложкой эти ферменты перестают функционировать эффективно. Поэтому мед лучше всего есть деревянной или пластиковой ложкой. Пчела живет менее 40 дней. За это время она успевает посетить не менее 1000 цветов и произвести меньше чайной ложки меда за свою жизнь. Такой важный и тяжкий труд. Вот такими у нас получились 300 невероятных фактов, которые помогут уснуть. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми. Надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится.
Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.